Оноре де Бальзак. Озорные рассказы. Проповедь веселого медонского викария. Когда в последний раз прибыл мэтр Франсуа Рабле ко двору короля Генриха II, стояла та самая зима, когда воля природы принудила его навсегда покинуть свою плотскую оболочку и обрести вечную жизнь в собственных сочинениях, сияющих той доброй философией, которой мы всегда будем обязаны возвращаться. Доброму человеку исполнилось тогда, насколько то было возможно подсчитать, около 70 прилетов ласточек. Его гомеровская голова была лишь скудно украшена волосами, однако борода все еще сохраняла отчетливое и пышное величие. В его спокойной улыбке все еще веяло весной, а на широком челе покоилась мудрость. Это был прекрасный старец, по словам тех, кому посчастливилось взирать на его лицо, черты которого словно соткали Сократ и Аристофан, прежде бывшие врагами, но затем ставшие друзьями. Почувствовав, как в ушах его звонят последние часы, он решил отправиться засвидетельствовать свое почтение королю Франции. Король как раз в то время прибыл в свой замок Турнель, а дом доброго человека располагался в садах Святого Павла, буквально в 2 шагах от двора. Вскоре он предстал перед королевой Екатериной, мадам Дианой, которую королева принимала из политических соображений, а также перед королем, конетаблем, кардиналами Лотаринским и Дюбелли, господами де Гис, сеньором де Бирак и другими итальянцами, имевшими тогда вес при дворе благодаря покровительству короля. Там же находились адмирал Монтгомери, придворные чины и некоторые поэты, такие как Мелин де Сентября-Желе, Филибер де Лорм и сеньор Брантом. Заметив доброго человека, король, знавший его остроумие, после краткого разговора с улыбкой сказал ему: «Выступал ли ты когда-нибудь с проповедью перед своими медонскими прихожанами?» Мэтр Рабле, подумав, что король шутит, поскольку сам он никогда не заботился о своей должности более, чем требовалось для сбора дохода с нее, ответил: «Государь, мои слушатели повсюду, а проповедь моя слышна по всему христианскому миру». Затем, окинув взглядом придворных, которые, за исключением господ Дюбелли и Шатильона, считали его всего лишь ученым-скоморохом, тогда как на самом деле он был королем всех остроумцев и куда более великим королем, чем тот, чью корону чтили придворные, доброму человеку пришла в голову лукавая мысль философски окатить их с ног до головы. Подобно тому, как Гаргантюа вздумалось устроить парижанам купание с башен собора Парижской Богоматери. И он добавил: «Если вы в хорошем расположении духа, государь, я могу угостить вас отменной короткой проповедью, которая всегда к месту и которую я бережно хранил за барабанной перепонкой левого уха, чтобы произнести ее в подходящем месте в виде придворной притчи». «Господа», — сказал король, — «мэтру Франсуа Рабле предоставляется слово при дворе, и от его речи зависит наше спасение. Умолкните, прошу вас, и внимайте, он плодовит на евангельские забавы». «Государь», — произнес добрый викарий, — «я начинаю». Все придворные умолкли и выстроились в круг, покорные, словно ивовые прутья перед отцом Пантагрюэля, который изложил им следующую историю в выражениях столь блистательных и красноречивых, что превзойти их невозможно. Но поскольку эта история дошла до нас лишь в устном пересказе, автору простят, если он изложит ее на свой собственный лад. На склоне лет Гаргантюа приобрел странные привычки, сильно удивлявшие его домочадцев, но все это ему прощалось, ведь ему было 704 года, вопреки утверждению святого Климента Александрийского в его «Строматах», где утверждается, будто в то время ему не хватало четверти дня, что для нас не имеет особого значения. И вот этот заботливый хозяин, видя, что в его доме все идет наперекосяк и каждый стремится обчистить его, возымел великий страх быть обобранным до нитки в свои последние минуты. Он решил придумать более совершенную систему управления своими владениями и поступил совершенно правильно.
В погребе своего обиталища Гаргантюа спрятал внушительную кучу отборной пшеницы, а рядом 20 горшков горчицы и различные лакомства, такие как сливы и туренские булочки, предметы десерта, сыр оливи, козий сыр и прочее, хорошо известные между ланжей и лошем, горшочки со сливочным маслом, паштеты из зайчатины, консервированных уток, свиные ножки в отрубях. Целые лодки и горшки, полные толченого гороха. Прелестные маленькие горшочки с орлеанским айвовым вареньем, бочки с миногами, кувшины с зеленым соусом, речную дичь, такую как франколины, чирки, пиганки, цапли и фламинго, заготовленные в морской соли, сушеный изюм, языки, копченые способом, изобретенным хапмушем, его знаменитым предком, а также сладости для Гаргамелы по праздничным дням и 1000 других вещей, подробно описанных в записях репуарских законов и в некоторых фолиантах капитуляриев, прагматических санкций, королевских уложений, ордонансов и установлений той эпохи. Короче говоря, добрый человек, надев очки на нос или же сунув нос в очки, огляделся в поисках какого-нибудь прекрасного крылатого дракона или единорога, которому можно было бы доверить охрану этого драгоценного сокровища. С этой мыслью в голове он прогуливался по садам. Он не желал как Сигрю, потому что их боялись египтяне, как то явствовало из иероглифов. Он отверг мысль о наеме легионов кокимаров, поскольку их не любили императоры, а также римляне, согласно тому брюзге Тациту. Он отверг на совете пикрахолий, волхвов, друидов, легион Попимания и массаретов, которые разрастались, подобно Пырею, и заполонили всю землю, как рассказывал ему сын его, Пантагрюэль, по возвращении из своего путешествия. Добрый человек, припоминая старинные истории, не питал доверия ни к одной породе и, будь то позволено, вознес бы мольбу Создателю о сотворении новой. Однако, не смея тревожить его по таким пустякам, он не знал, кого выбрать, и уже подумывал, что богатство принесет ему лишь великие хлопоты, как вдруг встретил на своем пути прихорошенькую землеройку из благородного рода землероек, носящих алое на лазурном поле. Ей-богу! Будьте уверены, это было великолепное животное с самым прекрасным хвостом во всем семействе, и оно важно прохаживалось на солнце, как и подобает доблестной землеройке. Она гордилась тем, что пребывала в этом мире со времен всемирного потопа, согласно жалованным грамотам о неоспоримом дворянстве, зарегистрированным парламентом Вселенной, ибо, как явствует из вселенского сыска, землеройка находилась еще в наивом ковчеге. Здесь мэтр Аль-Кафрибас слегка приподнял свой колпак и произнес с почтением: именно Ной, милостивые государи, насадил виноград и первым удостоился чести опьянеть от сока его плодов. Ибо совершенно верно, продолжил он, что землеройка находилась на том самом судне, от которого произошли мы все. Однако люди вступали в дурные браки, мыши же нет, ибо они более ревнивы к своему гербу, чем любые другие животные, и не приняли бы в свою среду полевую мышь, будь у той хоть особый дар превращать песчинки в свежие отборные лесные орехи. Этот благородный, джентльменский нрав настолько пришелся по душе доброму Гаргантюа, что он решил доверить должность смотрителя своих амбаров именно землеройке, наделив ее самыми широкими полномочиями: правосудием, комиссиями, правами королевских посланников, духовенства, ратных людей и прочим. Землеройка свято обещала исполнить свою задачу и исполнять долг верного зверя при условии, что будет жить на куче зерна, что Гаргантюа счел вполне справедливым. Землеройка принялась резвиться в своих владениях, счастливая, словно счастливый принц, осматривая свою необъятную горчичную империю, сахарные страны, ветчинные провинции, колбасные графства и всевозможные баронии, взбираясь на кучу зерна и повиливая хвостом обо все подряд. Короче говоря, повсюду землеройка была принимаема с почетом кувшинами и горшками, соблюдавшими почтительное молчание, за исключением 2 золотых кубков, которые стукались друг о друга, словно церковные колокола, звонящие в набат. Ей это весьма понравилось, и она благодарила их направо и налево кивком головы, прогуливаясь в лучах солнца,
озарявших ее владение. Коричневый цвет ее шерстки сиял при этом столь великолепно, что ее можно было принять за северного короля в соболиных мехах. После всех своих кувырков, поворотов, прыжков и резвящихся скачков она сгрызла 2 пшеничных зернышка, усадилась на кучу, словно король на пышном приеме, и возомнила себя самой прославленной из землероек. В этот момент из своих привычных нор вышли дворяне ночного двора, те, что шмыгают своими маленькими лапками по полу. То были крысы, мыши и прочие грызущие, вороватые и хитрые твари, на которых так жалуются горожане и хозяйки. Увидев землеройку, они перепугались и все робко замерли на порогах своих нор. Среди этого простого люда, вопреки опасности, один старый безбожник из бегающей и грызущей породы мышей продвинулся немного вперед, задрав нос кверху, набрался дерзости уставиться прямо в лицо господину землеройки, хотя тот гордо восседал на крестце с задранным хвостом. Мышь пришла к выводу, что перед ней дьявол, от которого не дождешься ничего, кроме царапин. И на основании всех этих фактов Гаргантюа, дабы высочайшая власть его наместника стала повсеместно известна всем землеройкам, кошкам, ласкам, куницам, полевым мышам, обычным мышам, крысам и прочим дурным личностям того же пошиба, слегка смазал его мордочку, острую, как шпиговальная игла, мускусным маслом. Это масло с тех пор унаследовали все землеройки, поскольку эта конкретная особая землеройка, вопреки мудрому совету Гаргантюа, беспокоилась о сородичей своей породы. Из-за этого и начались смуты в землеройщине, о которых я дам вам подробный отчет в исторической книге, как только представится случай. Тогда старая мышь или крыса, раввины Талмуда все еще не пришли к согласию относительно ее вида, почувствовав по этому аромату, что землеройка назначена охранять зерно Гаргантюа, обрызгана добродетелями, наделена полными полномочиями и вооружена со всех сторон, перепугалась, как бы ей не пришлось лишиться возможности жить, по мышиному обычаю, за счет яств, лакомых кусочков, корочек, крошек, обедков, обрезков, крупиц и обломков этого крысиного ханаана. В этой затруднительной ситуации добрая мышь, хитрая, как старый придворный, переживший 2 регентства и 3 королей, решила испытать выдержку землеройки и посвятить себя спасению утроб своего рода. Это было бы похвальным поступком для человека, но куда более похвально для мыши, принадлежащей к племени, которое живет исключительно для себя, дерзко и бесстыдно, а ради собственного удовольствия способна осквернить святые дары, без зазрения совести сгрызть и петрохиль священника и пить из чаши для причастия, ничуть не заботясь о Боге. Мышь приблизилась с множеством реверансов и раскланиваний, и землеройка подпустила ее довольно близко, ибо, по правде говоря, эти животные от природы близоруки. Затем этот курцый среди любителей погрызть произнес свою небольшую речь не на жаргоне простых мышей, а на изысканном языке землероек. «Милостивый государь, я с большим почтением слышал о вашем славном роде, коего являюсь одним из самых преданных слуг. Мне известна легенда о ваших предках, которых высоко чтили древние египтяне, относившиеся к ним с великим трепетом и поклонявшиеся им, как и прочим священным птицам. Тем не менее, ваша меховая мантия столь подкоролевски надушена, а ее цвет так великолепно выдран, что я сомневаюсь, узнаю ли вас представителя этой породы, поскольку никогда не видел никого из них в столь роскошном убранстве. Впрочем, зерно вы проглотили по старинному обычаю. Ваш хоботок — это хоботок мудрости, вы брыкались, как ученая-землеройка, но если вы истинная землеройка, то у вас должно быть в некой части вашего уха некое особое слуховое отверстие, некая чудесная дверца, которая закрывается неизвестно как и неизвестно какими движениями по вашему тайному повелению. Дабы дать вам неизвестно почему право не слушать неизвестно какие вещи, которые были бы вам неприятны по причине особых и исключительных свойств вашего слуха, способного слышать все, что часто причиняло бы вам боль. «Правда», — сказала землеройка, — «дверца только что опустилась. Я ничего не слышу».
«А, вижу», — сказала старая плутовка. И она устремилась к куче пшеницы, откуда принялась таскать свои запасы на зиму. «Вы что-нибудь слышали?» — спросила она. «Я слышу только стук своего сердца». «Квик!» — закричали все мыши. «Мы сможем обвести его вокруг пальца». Землеройка, вообразив, будто встретила верного вассала, открыла заслонку своего музыкального отверстия и услышала шум зерна, устремляющегося в лаз. Тогда, не прибегая к судебным разбирательствам и комиссарскому правосудию, она бросилась на старую мышь и задушила ее. Славная смерть! Ибо герой спустил дух прямо посреди зерна и был канонизирован как мученик. Землеройка взяла его за уши и повесила на двери амбара на манер османской порты, у которой мой добрый панурк едва не был посажен на кол. От криков умирающего крысы, мыши и прочие бросились в свои норы со страшной поспешностью. Когда настала ночь, они явились в погреб, созванный для проведения совета по обсуждению государственных дел. На это собрание в силу Папириевых и прочих законов допускались их законные жены. Крысы желали пройти впереди мышей, и серьезные споры о старшинстве чуть было все не испортили. Но один крупный крыс предложил руку мыши, и точно так же разбив по парам старых самцов крыс и самок мышей, все вскоре уселись на свои задницы, задрав хвосты, вытянув морды, с жесткими усами и глазами, сверкавшими, как у сокола. Затем началось обсуждение, завершившееся оскорблениями и путаницей, достойной Вселенского собора святых отцов. Один говорил одно, другой — другое, а пробегавшая мимо кошка испугалась и убежала, услышав эти странные звуки. Бэу, бэу, гру, уик, уик, бриф, брифнак, нак, нак, фуикс, фуикс, тер, 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 за, бр, ра, фуикс. Слившиеся в такую вавилонскую какофонию, что собрание в парижской ратуше не смогло бы произвести большего галрёжу. Во время этой бури маленькая мышь, еще не доросшая до заседаний в парламенте, просунула в щелку свою любопытную мордочку. Шерстка на ней была столь же пушистой, как у всех мышей, слишком пушистой, чтобы ее можно было поймать. По мере того, как шум нарастал, ее тело постепенно последовало за носом, пока она не добралась до обруча бочки, против которого устроилась столь ловко, что ее можно было принять за произведение искусства, вырезанное в античном барельефе. Подняв глаза к небесам, чтобы спросить средства от бедствия государства, старый крыс заметил эту прелестную мышь, столь нежную и ладную, и объявил, что государство может быть спасено ею. Все мордочки повернулись к этой даме помощи, умолкли и согласились выпустить ее против землеройки. Несмотря на гнев некоторых завистливых мышей, ее триумфально провели по погребу. Видя, как она выступает семенящей походкой, механически двигает хвостом, покачивает хитрой головкой, подергивает прозрачными ушками и облизывает крошечным красным язычком едва пробивающиеся на щеках волоски, старые крысы влюбились в нее. Они с восторгом зашевелили морщинистыми челюстями с белыми усами при ее виде, совершенно как некогда старцы Трои, восхищавшиеся прекрасной Еленой, возвращавшейся после купания. Затем девицу препроводили в амбар с наставлением завоевать сердце землеройки и спасти прекрасное красное зерно, как некогда прекрасная еврейка Эсфирь спасла избранный народ перед лицом императора Ахашвероша, как записано в главной книге, ибо слово «Библия» происходит от греческого слова «библос», что означает «единственная книга». Мышь пообещала освободить амбары, ибо по счастливой случайности она была королевой мышей, белой, пухленькой, прихорошенькой малюткой, самой изящной дамочкой, что когда-либо весело резвилась пополам, скреблась между стенами и издавала радостные писки, находя на своем пути орехи, муку и хлебные крошки.
Настоящая фея, милая и игривая, с глазами ясными, как хрусталь, маленькой головкой, гладкой шкуркой, влюбчивым телом, розовыми лапками и бархатным хвостом. Высокородная мышь и искусная ораторша с природной страстью к постели и праздности, веселая мышь, хитрее старого доктора Сорбонны, скормленного на пергаменте, оживленная, с белым брюшком, полосатой спинкой, сладко очерченной грудью, жемчужными зубками и прямодушным, открытым нравом, словом, истинный лакомый кусочек для короля. Этот портрет был столь смел, мышь казалась живым воплощением присутствовавшей там мадам Дианы, что придворные замерли в изумлении. Королева Екатерина улыбнулась, но король был вовсе не в настроении смеяться. Однако Рабле продолжал рассказ, не обращая внимания на предостерегающие знаки кардинала Дюбелли и Шатильона, страшившихся за доброго человека. «Прелестная мышка», — продолжал он, не стала долго ходить вокруг да около, и с самого первого мгновения, как она загарцевала перед землеройкой, она навсегда поработила ее своими кокетливыми ужимками, жеманством, резвыми прыжками, провокациями, крошечными отказами, пронизывающими взглядами и уловками девицы, которая желает, да не смеет. Любовными взглядами, нежными ласками, подготовительными трюками, гордостью мыши, знающей себе цену, смешками-дописками, пустяками и прочими нежностями. Женскими, коварными и пленительными ухватками, всеми теми ловушками, которыми изобильно пользуются самки всех народов. Когда после многочисленных извиваний, шлепков по мордашке, облизывания носа, ухаживания влюбленных землероек, хмурых взглядов, вздохов, серенад, лакомых кусочков, ужинов и обедов прямо на куче зерна и прочих знаков внимания управляющий преодолел сомнения своей прекрасной повелительницы, он стал рабом этой кровосмесительной и недозволенной любви. Мышь же, водя своего господина за нос, стала королевой всего, грызла его сыр, поедала сладости и хозяйничала повсюду. Землеройка прощала все это императрице своего сердца, хотя и чувствовала себя не в своей тарелке, нарушив клятву, данную Гаргантюа, и предавши оказанное ему доверие. Пользуясь своим преимуществом с женским упорством, однажды ночью, когда они шутили друг с другом, мышка вспомнила о своем дорогом старике-отце. Пожелав, чтобы и он откушал зерна, она пригрозила оставить своего возлюбленного холодным и одиноким в его владениях, если тот не позволит ей проявить сыновнюю и дочернюю почтительность. В мгновение мышиного ука он пожаловал жалованную грамоту, скрепленную зеленой печатью с подвесками из алого шелка, отцу своей девки, так что дворец Гаргантюа был открыт для него в любое время суток, и тот был свободен видеть свою добрую, добродетельную дочь, целовать ее в лоб и есть досыта, но всегда в уголку. Затем прибыл почтенный старый крыс весом около 25 унций, с белым хвостом, шествовавший словно председатель судебной палаты, качая головой, а за ним следовали 15 или 20 племянников, у всех зубы были острыми, как пилы. Они доказали землеройке короткими речами и всяческими вопросами, что они, его родственники, вскоре будут верно преданы ему и помогут пересчитать доверенное ему имущество, разложить все по полочкам и снабдить ярлыками, дабы когда Гаргантюа придет навестить их, он нашел все в полном порядке. В этих обещаниях звучала видимость правды. Однако бедную землеройку, несмотря на эту речь, тревожили мысли свыше и сильные укоры землеройской совести. Видя, что тот воротит нос от всего, ходит медленно и с озабоченным лицом, однажды утром беременная от него мышь возымела мысль успокоить его сомнения и облегчить душу сорбоннской консультацией. Для чего послала за докторами своего племени. В течение дня она представила ему некого сеньора Эвива, который только что выбрался из Сыра, где жил в полном воздержании, старого духовника высокого ранга, веселого малого приятной наружности, с прекрасной черной шкуркой, твердой как рог, и со слегка выстриженной танзурой на голове от удара кошачьей лапы. Это был степенный крыс с монастырским брюшком, глубоко изучивший научные авторитеты путем грызения их трудов на пергаментах, бумагах,
книгах и фолиантах, отчего некоторые обрывки так и остались на его седой бороде. В честь великое почтение к его великой добродетели, мудрости и скромной жизни его сопровождала черная толпа черных крыс, приведших с собой прелестных мышек, своих возлюбленных, ибо, не приняв канонов Трентского собора, им разрешалось иметь почтенных женщин в качестве сожительниц. Эти крысы, обладатели духовных бенефиций, выстроились в две линии, так что их можно было принять за процессию университетских властей, идущих на ланде. И все они принялись обнюхивать съестные припасы. Когда церемония их размещения была завершена, старый кардинал крыс возвысил свой голос и в пышной речи на крысиной латыни указал хранителю зерна, что никто, кроме Бога, не стоит выше его, и что одному только Богу он обязан повиновением. Он ублажал его множеством изящных фраз, напичканных евангельскими цитатами, дабы смутить начальника и нагнать туману на его стадо, словом, ведя утонченные рассуждения, пересыпанные здравым смыслом. Речь завершилась пышным выводом, полным громких слов в честь землероек, среди которых его слушатель был самым иллюстрированным и лучшим под солнцем. Это красноречие окончательно сбило с толку смотрителя амбара. Голова этого доброго господина была напрочь закружена, и он поселил этого сладкоречивого крыса вместе со всем его племенем в своем поместье, где день и ночь пелись хвалы и песенки в его честь, не забывая и его даму, чью лапку целовали, а хвост обнюхивали абсолютно все. Наконец, повелительница, зная, что некоторые молодые крысы все еще говеют, решила довести дело до конца. Она нежно поцеловала своего господина, осыпая его любовью и проделывая те самые любовные ужимки, одной из которых было достаточно, чтобы отправить любого зверя на погибель. И сказала землеройке, что тот впустую тратит драгоценное время, предназначенное для их любви, скитаясь повсюду. Она жаловалась, что он постоянно где-то бродит, и ей никогда не достается его внимания в полной мере, что когда ей нужно его общество, он носится по крышам, гоняясь за кошками. Ей же хотелось, чтобы он всегда был под рукой, словно копье, и добр, как птичка. Затем в великом горе она выдернула у себя серый волосок и со слезами объявила себя самой несчастной мышкой на свете. Землеройка указал ей, что она хозяйка всего, и попытался было воспротивиться, но после того, как дама пролила поток слез, он запросил перемирие и уступил ее просьбе. Тогда, мгновенно осушив слезы и протянув ему лапку для поцелуя, она посоветовала ему вооружить солдат, верных и проверенных крыс, старых воинов, которые стали бы ходить дозором и нести службу. Все было устроено весьма разумно. Землеройке остаток дня оставалось лишь плясать, играть, развлекаться, слушать рондо и баллады, которые поэты сочиняли в его честь, играть на лютне и мандоре, составлять акростихи, есть, пить и веселиться. В один из дней, когда его повелительница только-только разрешилась от бремени, родив милейшую маленькую мышь-землеройку или землеройку-мышь, уж не знаю, какое имя дали этому гибридному плоду любви, который, можете быть уверены, господа в длинных мантиях сумели бы узаконить. Здесь конетабль де Монморанси, женивший своего сына на узаконенной побочной дочери короля, положил руку на эфес шпаги и сурово сжал его. Так вот, в амбарах был устроен грандиозный пир, с которым не могло сравниться ни одно придворное празднество или торжество, даже на поле золотой парчи. Во всех углах мыши предавались веселью. Повсюду были танцы, концерты, банкеты, сарабанды, музыка, радостные песни и эпиталамы. Крысы разбивали горшки, открывали кувшины, вылизывали мази и распаковывали запасы. Горчица была размазана по всему помещению, ветчина изрублена, а зерно разметано. Все катилось, кувыркалось и падало на пол, маленькие крысы барахтались в лужах зеленого соуса, мыши плавали по океанам сладостей, а старики таскали паштеты. Некоторые мыши восседали верхом на соленых языках.
Полевые мыши плавали в горшках, а самые хитрые из них переносили зерно в свои частные норы, пользуясь суматохой, чтобы сделать себе богатые припасы. Никто не проходил мимо орлеанского айвового варенья, не отведав его от 1 до 2 раз. Это было похоже на римский карнавал. Словом, любой человек с острым слухом мог бы услышать шкварчание сковород, крики и шум кухонь, треск печей, стук вертелов, скрип корзин, суету кондитеров, щелканье вертелов и шум мелких лапок, сыпавшихся по полу, точно град. Это был шумный свадебный пир, где люди приходят и уходят, слуги, конюхи, повара, музыканты, шуты, где каждый сыплет комплиментами и шумит. Словом, восторг был столь велик, что они непрерывно кивали головами, празднуя эту знаменательную ночь. Но внезапно раздался ужасный шаг Гаргантюа, который поднимался по лестнице своего дома, чтобы навестить амбары, и заставил дрожать доски, балки и все вокруг. Некоторые старые крысы спросили друг друга, что может означать этот барский шаг, с которым они не были знакомы, и кое-кто из них убрался восвояси, и поступил весьма разумно, ибо господин-хозяин вошел внезапно. Увидев разброд и разорение, учиненные этими господами, видя, что его варенье съедено, горчица распакована, а все вокруг испачкано и изрыто, он ступил своими стопами на эту резвую сволочь, не дав им времени даже пикнуть, и тем самым испортил их лучшие наряды, атлас, жемчуг, бархат и прочую ветошь, окончательно сорвав им праздник. «А что сталось с землеройкой?» — спросил король, очнувшись от своих раздумий. «Ах, государь!» — ответил Рабле. В этом-то и видна несправедливость рода Гаргантюа. Его предали смерти, но, поскольку он был дворянином, ему отрубили голову. Это было дурно сделано, ибо его же и предали. «Ты заходишь довольно далеко, мой добрый человек», — молвил король. «Нет, государь», — ответил Рабле, — «скорее довольно высоко. Не вы ли опустили корону ниже Амвона? Вы просили у меня проповедь, и я произнес вам ту, что подобна Евангелию». «Мой милый викарий», — шепнула ему на ухо мадам Диана, — «а что, если бы я была злопамятна?» «Сударыня», — молвил Рабле, — «разве не добро с моей стороны было предостеречь короля, вашего господина, против итальянцев королевы, которых здесь так же много, как майских жуков?» «Бедный проповедник», — шепнул ему на ухо кардинал Оди, — «отправляйся катой в другую страну». «Ах, монсеньор», — ответил старик. «Очень скоро я и впрямь буду в иной стране. Ей-богу». «Господин Писака», — молвил конетабль, чьего сына, как всем известно, изменнически увел у мадмуазель де Пьен, с которой тот был обручен, дабы женить на Диане Французской, дочери любовницы известных высоких особ и короля, кто сделал тебя столь дерзким, чтобы клеветать на знатных лиц? Ах, негодный поэт, ты любишь возноситься высоко? Что ж, обещаю упрятать тебя на весьма высокое местечко. «Все мы будем там, господин конетабль», — ответил старец. «Но если вы дружелюбны государству и королю, вы еще поблагодарите меня за то, что я предостерег его против лотаринских орд, сиего зла, которое пожрет все вокруг». «Добрый человек», — шепнул кардинал Карл Лотарингский, «если вам понадобится несколько золотых эку, чтобы издать вашу 5-ю книгу Пантагрюэля, вы можете прийти за ними ко мне, ибо вы предельно ясно изложили суть дела врагу, который заворожил короля, а равно и ее своре». «Ну что, господа», — молвил король, — «что вы думаете о проповеди?» «Государь», — сказал Мелин до сентября Желе, видя, что все весьма довольны, — «я никогда не слыхал лучшего пантагрюэлического пророчества. Многим мы обязаны тому, кто сложил эти леонические стихи в Телемском аббатстве. Входите те, кто с пламенной душой Евангелии проповедует святое. Здесь найдете вы приют, покой, защиту от хулы врагов глухой, что ложью мир отравят за собою.
Все придворные поаплодировали своему соратнику, и каждый засвидетельствовал свое почтение Рабле, который удалился в сопровождении пажей короля, несших перед ним факелы по специальному повелению монарха. Кое-кто обвинял Франсуа Рабле, сию императорскую честь нашей земли, в язвительных выходках и обезьяньих кривляниях, недостойных его гомеровской философии, этого властелина мудрости, этого отцовского источника, из которого со времен восхода его подземного света вышло великое множество чудесных произведений. Прочь тех, кто пытался бы осквернить сию божественную главу. Пусть всю жизнь хрустит песок на зубах у тех, кто пренебрег его доброй и умеренной пищей. Дорогой любитель чистой воды, верный слуга монашеского воздержания, мудрейший из мудрецов. Как больно заходились бы твои бока от хохота, как хихикал бы ты, кабы мог вернуться ненадолго в Шинон и прочесть идиотские бредни и безумную болтовню глупцов, что истолковывали, комментировали, терзали, позорили, извращали, предавали, оскверняли, подделывали и переделывали твою бесподобную книгу. Сколько псов Панурк нашел занятыми платьем своей дамы в церкви, столько же двуногих академических щенков суетилось вокруг того, чтобы замарать высокий мраморный пирамидальный памятник, в котором навеки запечатано семя всех фантастических и комических изобретений, а также великолепное назидание во всем. И хотя редки те паломники, у кого хватит дыхания следовать за твоим ковчегом в его возвышенном плавании по океану идей, методов, многообразий, религий, мудрости и человеческих плутней, по крайней мере, их поклонение чисто, неподдельно и нескверно, а твое всемогущество, всеведение и всеязычие ими доблестно признаются. Вот почему бедный сын нашей веселой Турени пожелал здесь, пусть и недостойно, отдать тебе дань уважения, возвеличив твой образ и прославив творение вечной памяти, столь ценимые теми, кто любит емкие труды, содержащие универсальную мораль, где словно сардины в банке спрессованы философские идеи на любую тему, науки, искусство, красноречие и театральные скоморошества.